Приветствую! Анализ, обзор, прогноз криптовалют. За последние сутки активы показывают разнонаправленное движение. Кто-то плюс 15, а кто-то почти минус 11. Биткоин же продемонстрировал незначительный рост пару процентов. За последние сутки показатели лонгов и шортов у нас остались без изменений, но, как всегда, стоит отметить, что открытые на прошлой неделе шорты по-прежнему еще актуальны и их набрали достаточно большое количество. Если смотреть, сколько всего набрали в последнее время шортов, то данный процент будет больше, чем 460. Если сравнить с движением цены биткоина, то данный рост шортов совпадает с ростом цены. В последний раз это было в начале июня, там также ступенчато росли шорты и также росла цена. В конечном итоге мы увидели резкий обвал как цены, так и шортов. Посмотрим, повторится ли это на этот раз. Пока очень похожая ситуация, но в гораздо меньших пропорциях. По эфириуму за последние сутки лонги и шорты не изменились практически, но за неделю у нас видно большое падение лонговых позиций. Вполне возможно, это те самые лонги, которые набирались в 20-х числах июня. Там мы получили рост в 700%. Сейчас же у нас эфириум практически все это отыграл и находится на предыдущих уровнях. У нас обновился топ монет по объему торгов за сутки. На 4-е место вышел Bitcoin Cash. Dogecoin, который был в конце прошлой недели, упал аж далеко за 10-е место. И в топ Dogecoin забирались только благодаря твиту Илона Маска. Твиты пропали, объемы торгов по Dogecoin также пропали. Индекс страха и жадности у нас немного ослабевает. Мы по-прежнему находимся в экстремальной зоне. На сегодня это цифра 25. По истории видно, что 3 дня мы держали уровень 20, и сейчас страх немного пропадает. График пошел наверх, страха и жадности становится меньше. Начинаем новую неделю по-прежнему в зоне дешевого биткоина по графику Rainbow Price Chart. Показатель индекса альтсезона также у нас застрял на середине в районе 50, и сейчас в принципе решается, куда мы пойдем. Будем ли мы разворачиваться и возвращаться в альтсезон. Пока, конечно, до этого далеко. За последние сутки ликвидировано 33 тысячи трейдеров на общую сумму в 120 миллионов долларов. И денег отобрали больше у тех, кто шортил биткоин. Если смотреть топ по социальной активности монет за последнее время, то самый верх этой таблицы забит топовыми альтами, и также здесь есть биткоин. Stellar на первом месте, Ethereum Classic снова у нас на повестке дня занимает вторую строчку, Tether, как ни странно, на 3-м месте, и биткоин поднялся на 4-ю. Вслед за ним Binance Coin. Обычно же здесь бывают низколиквидные альты. В конце ролика посмотрим на Ethereum Classic. А что же касается настроения пользователей Твиттера, то оно по-прежнему идет в рост. Большинство людей считают, что биткоин вот-вот развернется и мы пойдем тузы-мунить. Сентимент биткоина достаточно бычий, несмотря на то, что мы продолжаем находиться во флете и рост совсем незначительный. На данном графике можно увидеть значение Google трендов и цены биткоина. Чаще всего это значение совпадало. При росте цены Google тренды у нас также росли и интерес рос. На самом пике интерес к биткоину также остановился. И на текущем уровне интерес к биткоину по Google трендам снизился до ценовых значений, которые были в районе 10 тысяч долларов. Если же смотреть зависимость индекса страха и жадности и цены биткоина, индекс страха и жадности, вот эта фиолетовая полоска, то по нему мы находимся на уровне, когда цена биткоина была даже ниже 8 тысяч долларов за биткоин. То есть многие показатели у нас укатываются в пол, но цена при этом остается достаточно высоко. Это нам показывает то, что вполне вероятно, что это у нас будет локальным дном, и сильно уж низко мы падать и не будем дальше. Резервы биткоина на всех биржах у нас продолжают сокращаться совсем незначительно, цена у нас флутует, и резервы также немного снизились, но в сравнении с эфириумом практически находятся на одном уровне, потому что резервы эфириума на всех биржах просто каждый день обновляют исторический лой. На этот раз мы снова опустились еще ниже. Резервы эфириума на всех биржах снова сократились. Стейблкоины уперлись в потолок, также пока на хаях, но не обновляются. Идет флэт резерва вместе с ценой. В конце недели мы увидели небольшое увеличение притока биткоина на бирже. Вполне можно было ожидать, что рост продолжится, но за выходные приток сократился, и мы показали практически минимальное значение за прошедший год. Таких низких притоков давно не было. Объем продаж за выходные также снизился, и мы уже 3-й день показываем, так сказать, отрицательный рост. Хешрейт биткоина после продолжительного роста и отскока от локального дна за последние сутки немного снизился. Тенденция все еще остается у нас восходящая, поэтому в данном падении ничего страшного нет, если мы в скором будущем это отыграем
и дальше пойдем увеличивать хешрейт. Из последних новостей на монетах это Dash. У них выходит бета-версия кошелька для Android. По-видимому, это та самая новость, которую они анонсировали как супер важную на прошлой неделе. Конкретной даты не обозначено, обозначен только месяц, июль. На монете KuCoin. Также у нас на 20 июля назначена интеграция с кошельком Shield. Об этом было сообщено совсем недавно. Интернет-компьютеры у нас собираются залистить на Bitfinex. Уже сегодня можно торговать интернет-компьютером на данной бирже. Тоже можно будет в конце видео посмотреть, что у нас на графике данной монеты. Ну и ранее анонсированный листинг на бирже Kraken монет Exi, Chilis, Origin и Perp. Уже завтра они будут добавлены на указанную биржу. Из интересных новостей, гражданин Швеции получил 15 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютами. Это произошло в США. Суд решил, что он был мошенником и проводил разного рода сомнительные операции с ценными бумагами и отмывал деньги. Еще с 2011 года он призвал инвестировать, вкладывать свои деньги в биткоине и других активах в сомнительную организацию Eastern Metal Securities, обещая, естественно, огромную прибыль. Но по версии властей, данный мошенник потратил все деньги на покупку дорогих домов, шикарную жизнь, даже лошади скаковые себе покупал. Да и вообще отдыхал в Таиланде. Видимо, он думал, что в Таиланде он спрятался от США. Но в 2019 году тайцы его экстрадировали в Америку, где 4 марта 2021 года он во всем сознался. И вот сейчас ему дали 15 лет тюрьмы за это. TikTok начал борьбу с платной рекламой криптовалют. Данная социальная сеть отлично подходила для пампа разного рода шиткоинов, чем в принципе и пользовались блогеры-миллионники. Но сейчас TikTok запретил продвижение цифровых активов и вообще начал борьбу с блогерами, которые продвигают крипту. Вообще официально запрет состоит в том, чтобы не допускать платную рекламу подобных активов. Ну как они это будут проверять, если им просто кэшем заплатят, например, блогерам? Как сообщается, летом 2020 года именно из-за TikTok пампов Dogecoin взлетел более чем на 100%. Братья Богдановы заявляют, что они якобы знают Сатоши Накамото и участвовали вместе с ним в разработке биткоина. Я думаю, вы видели данные лица на каких-нибудь мемасах. А вообще-то французские телеведущие и бывшие физики-теоретики русского происхождения Игорь и Григорий Богдановы. В интервью они рассказали, что сотрудничали с Франсуа Митце, изобретателем сенсорного экрана. В его лаборатории работал японский ученый Сеитиро Симода, который имеет отношение к мифическому персонажу или группе людей, связанных с Накамото. По словам Богдановых, в то время они часто обсуждали с ним идеи о цифровой валюте. Братья также утверждают, что в 2008 году Накамото подарил им 2 первых биткоина в физической форме. Вообще про данных товарищей ходят разные слухи и теории. По мне, так они просто в очередной раз пиарятся на теме криптовалют, потому что они решили немного подзаработать на крипте. И, например, вот данное изображение, из которого делают много мемасов, они собираются выпустить как NFT токен. Они даже сообщают, что Накамото начал распространять эту фотографию в интернете. Ну давайте посмотрим, что у нас сегодня на графиках. И на данный момент у нас пока все идет в рамках размеченной структуры. Локально же пару 4-часовых свечей у нас рисуется в нисходящем направлении. Объемов по-прежнему так и нет, поэтому возможно здесь незавершенная коррекция. И данный сценарий отменится, если только мы пробьем уровень в районе 29 тысяч долларов за биткоин. А вообще прогноз также актуален. Рост в волне B. Если смотреть на часовике, данная структура напоминает пятиволновой импульс. Посмотрим, сохранится ли она после завершения вот этого падения. Уже несколько часов мы летим вниз. Без особых объемов, конечно, но от биткоина всякого можно ожидать. Вообще структура, конечно, интересная. Если мы не пробиваем вот здесь слой и улетаем наверх, то это нам даст подтверждение на то, что здесь прошел импульс и дальнейший рост у нас продолжится. Давайте глянем у нас эфириум на 4 часах сперва. Мы также продолжаем торговаться у нижней грани восходящего канала. Сейчас у нас как раз попытка пробить данный канал, но здесь нужно хотя бы 2-3 свечки подождать и посмотреть, как все это будет отторговываться. Пока нельзя сказать, что мы не пробьем, либо пробьем. Здесь нужно понаблюдать. Думаю, завтра-послезавтра уже будет ясно, остаемся мы в канале, либо идем вниз. Пока локально восходящий канал актуален и эфириум у нас растет. По Риплу также здесь находимся в канале, но уже в нисходящем. Показали рост в 3 волны, что в принципе является коррекционной структурой. И здесь также актуален ранее озвученный прогноз, сценарий на дальнейшее снижение. Доминация биткоина у нас продолжает расти. И вот этот рост и закрепление над скользящей средней 200 у нас в принципе нормально отыграло. Сейчас мы снова ее тестируем. Вполне вероятно, что после теста данной скользяшки пойдем также увеличивать доминацию. Так, давайте посмотрим Ethereum Classic, который у нас сегодня в топе социальной активности. Но здесь все в принципе по плану. Продолжаем мы находиться
в рамках четвертой волны. Временные уровни, если кто не помнит или не знает, данные зоны не отображают, здесь только ценовые, и здесь по-прежнему актуальны они. Только вот это немного пониже сделаем, потому что коррекция немного ниже ушла. И, естественно, зона тоже становится пониже. А так, первая зона, предыдущий пик, он без изменений. И по эфириуму классику также ожидается рост после завершения коррекции в четвертой волне. Так, интернет-компьютер давайте глянем тоже. У него там листинг. И здесь тоже все по плану. Отмеченный стоп мы пока не пробили. Низкие объемы, что подтверждает коррекционный характер движения. Здесь у нас 3 волны. Пока также находимся в коррекции. Что касается ценовых уровней, здесь также первая зона, предыдущий пик, а расчетная зона в связи с дальнейшим снижением у нас также немного снижается, находится на уровне примерно 78, если мы будем отрисовывать третью волну. Но перед тем, как загадывать вот эти уровни, нужно дождаться хотя бы минимальных. А так по интернет-компьютеру все по плану. И еще одну монету. Она была прислана в донате. Юфи. Что у нас с ней? Здесь, что касается объемов, здесь какое-то несоответствие. На росте мы имеем более низкие объемы, чем в самом начале. Если смотреть имеющийся тренд, то мы как раз в принципе находимся у нижней границы. Если смотреть локально на 4 часах, то мы здесь имеем пробили скользящую среднюю, протестировали, пробили уровень сильный, также его протестировали, пошли ниже, пока выглядит все слабовато, но вот здесь нашли какое-то дно. Хорошим знаком является, что вот здесь мы на индикаторе имеем показатели выше, чем на предыдущем лое, но нет объемов для того, чтобы подтвердить рост в последнем вот этом движении. Глобально мы находимся в восходящем тренде, поэтому в принципе, если здесь входить, то стоп вот за эти лои ставить, и в принципе это надежно, потому что если мы их пробиваем, то летим дальше вниз. А вообще по-хорошему, если рассматривать лонги, здесь нужно дождаться пробития и закрепления над скользящей средней, потому что мы как раз сейчас находимся и торгуемся возле нее, и вполне от нее можем отбиться и улететь пониже. Так, на часовике у нас также отторговываем то вверх, то вниз эту скользяшку. Такая двоякая ситуация. От нее можем полететь как вниз, так и вверх. Но опять-таки соотношение риск-прибыль здесь нормальный. Если брать сейчас, ну либо на каком-то снижении, то стоп вот сюда за лои, а рост здесь вполне может быть до верхней границы канала, больше 100%. Если смотреть профиль объема, то как раз мы здесь имеем сильный уровень, большие объемы на нем проходили, и он может стать неплохим уровнем для цены. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!